Водолаз-сварщик – профессия, запрещенная для женщин РФ. Ой! Однозначно, человек, который сваривает под водой, должен иметь квалификацию водолаза. Книжку водолаза, все медицинские допуски водолаза и профобучение по сварке. Здесь возникает еще один вопрос. Ну, напишем мы этот профстандарт, но мы будем уже обучаться по требованиям профстандарта, составлять программы, а потом надо вести оценку квалификации. Надо заранее продумывать, что мы напишем в профстандарт и как мы будем потом это все проверять. Ольга Анатольевна, вот когда вы разрабатываете стандарт, там есть ограничения по гендерному признаку, только мужчин? У водолазов есть ограничения по гендерному, потому что это спуски, это давление огромное. То есть для женщины это нельзя. Женщины могут только дайвингом заниматься на определенную глубину. Тогда вопрос, если вы говорите вот сейчас про международные стандарты, по международным стандартам женщина может быть профессиональной. Мы не говорим про международный, мы говорим про наш профессиональный стандарт. В нашей стране тут, который действует. Вот этот профстандарт будет работать когда? Вот если у человека есть допуск как водолаза, то он потом поучится еще на сварщика, и только тогда он по этому профстандарту, получается, работает, понимаете? То есть он изначально водолаз. Допуск спуска под водой, да. Восстанавливаем, мы туда не лезем. Сейчас вопросы, скажем вот так, дискриминации женщин, это больной вопрос. Ольга Анатольевна, скажите мне просто на камеру, что вы все-таки при разработке этого стандарта не ставите ограничения по гендерному признаку? Или все-таки оставите? Или еще не занимались? Я не водолаз, я не знаю ограничений по гендерному признаку. Понимаете? По сварке ограничений нет. По водолазам я не знаю. Пусть вам говорят те, кто занимается водолазами. Мы занимаемся разработкой профессиональных стандартов, и в том числе для промышленных водолазов, коммерческих водолазов. То есть в этом стандарте не будет написано, что промышленным дайвингом может заниматься мужчина? Или будет? Если будет приказ Минтруда, который не разрешает работать женщинам по профессии водолаз, вот само погружение водолаза, да, спуск под воду, это не работа. Водолазное снаряжение – это, по сути, средство, да, способ доставки работника к рабочему месту. Понимаете? Если человек погружается под воду и все, это дайвинг. Если человек одевает водолазное снаряжение, и за счет этого он идет к месту своему рабочему, у него место рабочее под водой. Это вот кардинальное отличие дайвинга от промышленных водолазов. И дальше он выполняет работу под воздействием физической нагрузки, повышенного давления, вредных примесей газов и так далее. И таких факторов больше 20. На мой взгляд, если женщина думает и планирует, наверное, семью, детей, то мне понятны те ограничения, которые накладывают Министерство труда или Министерство здравоохранения и делит по гендерному признаку. То есть на сегодняшний день промышленных водолазов у нас нету в стране, женщин? В действующем нормативно-правовом акте там действительно есть разделение по гендерному признаку. There's not very many women attracted to the industry, I don't think. I'm familiar with maybe 2 or 3. Wellcraft – сварочное ремесло. Ого! There's lots of women commercial divers in Sweden. I go to Sweden every year to do a training program, and the majority are men, but in a class of 25 men, there will be 5 women divers.